Бонусная глава. В самом западном регионе континента крепкая на вид каменная дверь внезапно взорвалась снаружи с оглушительным грохотом. Бесчисленные каменные осколки разлетелись во все стороны, в то время как молодой человек в лазурном одеянии неторопливо вошел в комнату. У молодого человека была смуглая кожа и очень заурядная внешность, но его глаза были удивительно ясными, и в глубине его зрачков вспыхивали отблески синего света. Итак, это священный зал секты тысячи бамбуковых деревьев, которая исчезла несколько тысяч лет назад. Это не кажется таким уж замечательным, но ограничения снаружи были довольно сильными. Несмотря на то, что они потеряли большую часть своей эффективности, мне все равно потребовался почти день, чтобы прорваться через них, пробормотал молодой человек, слегка нахмурив брови, остановившись и осмотрев окрестности. За каменной дверью находилась потайная комната размером более 300 футов. Кроме серого и устаревшего каменного гроба в центре комнаты и около дюжины сломанных кукол, разбросанных по комнате, больше ничего не было видно. Толстый слой пыли скопился на земле, указывая на то, что никто не входил в это место в течение бесчисленных лет. Молодой человек на мгновение остановился у входа, прежде чем его взгляд упал на каменный гроб в самом центре комнаты. Что касается этих кукол, то с его мастерством в искусстве кукольного искусства он мог с одного взгляда сказать, что они не подлежат ремонту, поэтому он не обратил на них никакого внимания. По-видимому, это последняя резиденция монарха расхождения душ. Учитывая, что этот гроб находится здесь, кажется, что эта информация вполне может быть точной, пробормотал молодой человек про себя. Сразу же после этого он исчез на месте, а в следующее мгновение снова появился возле каменного гроба. Затем он провел рукавом по воздуху, выпустив порыв яростного лазурного ветра, который смел всю пыль с гроба, открыв сложные узоры духа, начертанные на его крышке. Молодой человек некоторое время изучал эти духовные узоры, и после краткого обдумывания ситуации он немедленно сделал полшага назад, прежде чем сделать серию ручных печатей. Внезапно руны всех видов разных цветов начали вылетать из его пальцев, затем превратились в пятнышки духовного пламени, которые быстро исчезли в каменном гробу. Раздался слабый жужжащий звук, когда духовные узоры на поверхности гроба начали ярко светиться. Внезапно из воздуха появились слои сетей, образованных полупрозрачными нитями, силой выталкивая духовное пламя обратно из гроба. Молодой человек приподнял бровь, увидев это, а затем внезапно издалека хлопнул ладонью по направлению к гробу. В то же время на его лице появилась слабая улыбка, когда он пробормотал про себя. Эти сети могут сработать на ком-то другом, но они и близко не настолько сильны, чтобы остановить меня. Как только его голос затих, огромная лазурная ладонь размером около 10 футов появилась над каменным гробом среди всплеска пространственных колебаний, а затем тяжело рухнула сверху. Бум! Раздался еще один оглушительный грохот, когда сети полупрозрачных нитей, выпущенных духовными узорами каменного гроба, были разрушены гигантской ладонью. Даже гроб внизу был разбит в результате чрезвычайно мощного удара. Таким образом, все, что было в гробу, было немедленно обнаружено. Молодой человек сосредоточил свой взгляд на содержимом гроба, и на его лице появилось удивленное выражение. Внутри гроба не было ничего, кроме лазурной человекоподобной куклы длиной в несколько футов. Глаза молодого человека слегка сузились, когда он сделал хватательное движение одной рукой, и лазурная кукла вздрогнула, прежде чем подняться в воздух и приземлиться в его руках. Молодой человек держал куклу в одной руке, а другой быстро проводил тщательный осмотр. Спустя долгое время он отбросил лазурную куклу в сторону, когда на его лице появилось разочарованное выражение. Кукла выглядит хорошо, но для меня она совершенно бесполезна. Похоже, что на самом деле это не место последнего упокоения монарха расхождения душ. Похоже, я зря приехал сюда. Таким образом, молодой человек развернулся и уже собирался выйти из секретной комнаты, когда что-то привлекло его внимание краем глаза. Это была ветхая кукла, но что-то в ней вызвало интерес молодого человека, и он запнулся, прежде чем направиться к кукле. Монарх дивергенции душ безраздельно правил в самом западном регионе более 100 лет, и кукольное искусство было одним из тех искусств, в которых он преуспел больше всего. Ни одна из марионеток не могла быть использована здесь, но в отличие от той куклы в гробу, которая была помещена туда просто для показа, эти сломанные куклы явно были творениями очень высокого калибра. Если бы он мог забрать их обратно и тщательно изучить, возможно, его опыт в искусстве кукольного театра был бы продвинут на более высокий уровень. Имея это в виду, он несколько раз подряд взмахнул рукавом в воздухе, чтобы убрать всех кукол в свой браслет для хранения. Однако как раз в тот момент, когда он направился к гигантской марионетке-обезьяне, внезапно произошел поразительный поворот событий. До этого момента кукла оставалась совершенно неподвижной, но внезапно открыла рот, чтобы выпустить вспышку радужного света, которая полетела прямо в лицо молодому человеку. Молодой человек, естественно, был несколько поражен этим, но он оставался спокойным, запрокинув голову назад и взмахнув рукой в воздухе перед собой, чтобы вызвать маленький черный щит. Раздался глухой удар, и вспышка радужного света прошла прямо сквозь черный щит, как будто у него не было физической формы, прежде чем в мгновение ика исчезнуть в глобелле молодого человека.
Молодой человек отшатнулся на несколько метров, прежде чем снова обрел равновесие, но спокойное выражение, которое он раньше носил, сменилось гневом и тревогой. Прямо в этот момент в голове молодого человека раздался резкий голос. «Хехе, ты был поражен моим искусством 7 страстей. Отдайся мне прямо сейчас, или я покажу, каково это желать тебе смерти». Искусство 7 страстей у молодого человека сразу же упало сердце, услышав это, но он, конечно, не собирался сдаваться без всякого сопротивления. Он немедленно провел рукавами по воздуху, выпустив 72 лазурных летающих меча, которые кружились в воздухе, прежде чем образовать вокруг себя формацию лазурного меча. Затем молодой человек сел, скрестив ноги, и закрыл глаза, начав распространять свою магическую силу по всему своему телу. Значит, ты все еще отказываешься сдаваться. Хорошо, позвольте мне показать вам силу искусства 7 страстей. Веки молодого человека слегка дрогнули, когда он услышал это, но он оставался совершенно невозмутимым, продолжая неподвижно сидеть на месте. В то же время в тайной комнате внезапно раздался взрыв пения. Молодой человек слегка вздрогнул, услышав это, но все еще мог сохранять сидячее положение. Раздалось холодное хрюканье, после чего пение стало в несколько раз быстрее и настойчивее, чем раньше, но молодой человек, казалось, остался совершенно невозмутимым, когда на его лице появилось странное выражение. «Я вижу, так что ваше искусство 7 страстей эффективно только для существ на стадии зарождающейся души или выше. В таком случае вы встретили достойного соперника, товарищ даосист». Молодой человек внезапно расхохотался, прежде чем провести пальцем по воздуху. Резкая полоска лазурного света была выпущена, разрезав гигантскую куклу-обезьяну ровно пополам посередине, чтобы показать миниатюрную золотую фигурку высотой около фута. Глаза миниатюрной фигурки были полупрозрачными, и по всему ее телу были начертаны бесчисленные духовные узоры. Это также была редкая человекоподобная кукла. Несмотря на то, что миниатюрная фигурка была всего лишь марионеткой, на ее лице появилось ошеломленное выражение, и она уже собиралась что-то сказать, но молодой человек в строе лазурного меча уже исчез на месте, прежде чем появиться прямо перед марионеткой в призрачной манере. Затем он поднял руку, чтобы выпустить вспышку невидимой силы, которая полностью обездвижила миниатюрную золотую фигурку на месте. Вы монарх расхождения душ, который безраздельно правил самым западным регионом 10 тысяч лет назад? Спросил молодой человек, пристально глядя на золотую фигуру. Ну и что я такой? Ну и что с того, что я не такой? Миниатюрная золотая фигурка ответила после короткого молчания, и на этот раз он принял голос пожилого человека. Хехе, если ты этого не сделаешь, тогда мне придется положить конец твоей жизни за нападение. Однако, если это так, то я окажу вам гораздо более радушный прием. В конце концов, я проделал весь этот путь с единственной целью выследить тебя, старший, ответил молодой человек, и на его лице появилась легкая улыбка. Ты пришел, чтобы найти меня. Кто ты такой? Миниатюрная золотая фигурка была совершенно ошеломлена. Значит, ты действительно монарх расхождения душ. Невероятно, что тебе удалось прожить так долго, сеньор. Пожалуйста, позвольте мне представиться. Меня зовут Ханли, и я случайно развил ваше великое искусство развития. По этому случаю я проделал весь путь из райского южного региона, чтобы прийти и найти тебя, ответил молодой человек с искренней улыбкой, снимая ограничения, связывающие миниатюрную человекоподобную куклу. Ханли, ты развивал мое великое искусство развития. Теперь золотая фигура удивилась еще больше. Это верно. Я уже овладел первыми несколькими слоями великого искусства развития. Все, чего мне не хватает, это мантра для последних 3 слоев, которые ты никому никогда не раскрывал, старший, честно ответил Ханли. Ты освоил первые 4 слоя. Я тебе не верю. Покажи мне. Потребовала золотая фигура, обдумав ситуацию на короткое мгновение. Конечно, я покажу вам некоторые техники 4-го уровня великого искусства развития в качестве доказательства, с улыбкой ответил Ханли. Хорошо, тогда продолжай, бросила вызов миниатюрная золотая фигурка. Таким образом, Ханли сделал ручную печать, и один из его кончиков пальцев стал золотистого цвета, когда он проткнул ее в воздухе, произнося слова «шип для духов». Его голос был не очень громким, но выражение лица золотой фигуры слегка изменилось, услышав это. Слой слабого серебристого света мгновенно вырвался из его тела, и световой барьер слегка содрогнулся, прежде чем вернуться в нормальное состояние. Я не думал, что ты уже овладел шипом оглушения духов. Судя по силе этой техники, я могу сказать, что вы действительно освоили первые 4 уровня великих искусств развития. Тем не менее, мое искусство 7 страстей было специально создано для культиваторов зарождающейся души. Даже культиваторы зарождающейся души не смогли бы оставаться невосприимчивыми к нему, так почему же на вас это совершенно не повлияло? Спросила золотая фигура. Хехе, это очень просто. Это потому, что моя зарождающаяся душа никогда не была поражена искусством 7 страстей.
Вместо этого вместо него атаковало что-то другое. Слабая улыбка появилась на лице Ханли, когда он положил руку на свою макушку, после чего появилась черная зарождающаяся душа, которая была полностью идентична Ханли по внешнему виду. Однако эта зарождающаяся душа выглядела очень хрупкой и лишённой энергии и энергии. Это вторая зарождающаяся душа. Но как это возможно? Я вижу, что ты только недавно перешел на стадию зарождающейся души. Откуда у тебя было свободное время и силы, чтобы очистить вторую зарождающуюся душу? Золотая фигура была ошеломлена, увидев это. Хорошо подмечено, старший — это действительно вторая зарождающаяся душа. Я только недавно усовершенствовал его, и я смог сделать это только потому, что столкнулся с некоторыми особыми возможностями. Итак, я уже показал вам доказательства моего мастера великих искусств развития. Не могли бы вы передать мне мантры для последних нескольких слоев сейчас? Спросил Ханли. Мне потребовалось огромное количество времени и кропотливых усилий, чтобы создать великое искусство развития. Ты не похож ни на одного из моих потомков или младших, так почему я должен давать тебе мантры? Золотая фигура возразила, когда на ее лице появилось холодное выражение. «Я не думаю, что у вас есть выбор в этом вопросе в вашем нынешнем состоянии, старший», сказал Ханли, оценивая золотую фигуру с намеком на улыбку на лице. «Хе-хе, если ты хочешь уничтожить то немногое, что осталось от моей души, тогда вперед. Я уже прожил слишком долго, и объятия смерти больше не пугают меня. Даже если ты ничего мне не сделаешь, моя душа слишком слаба и все равно рассеется через несколько лет», холодно ответил монарх расхождения душ. «Вы настаиваете на том, чтобы противостоять мне, старший? Ты цепляешься за ложную надежду, что я не буду знать никаких техник поиска души?» На лице Ханли тоже появилось холодное выражение. «Ха! Ты думаешь, я бы испугался техники поиска души? Я смог создать духовную секретную технику калибра великих искусств развития. Простая техника поиска души — это детская игра для меня, чтобы защититься. Если случится худшее, я просто взорву свою собственную душу на месте», усмехнулся монарх дивергенции душ, казалось бы, совершенно невозмутимый. Ханли был в легком недоумении, что делать, услышав это. Осталась только душа монарха расхождения душ, и она едва ли обладала какой-либо магической силой. Однако монарх расхождения душ был чрезвычайно искусен в тайных духовных техниках, так что, скорее всего, у него действительно не было возможности получить то, что он хотел, силой. Имея это в виду, Ханли вернулся к более мягкому подходу. «Почему ты так упрям, старший? Я всегда придерживался мнения, что в этом мире нет ничего, что не может быть выставлено на обмен, пока цена правильная. Обмен. Я не вижу у вас ничего, что могло бы меня заинтересовать», возразила золотая фигура, скрестив руки на груди в скептической манере. «Вас это заинтересует, старший?» Ханли на мгновение замер, прежде чем перевернуть руку, и вспышка черного света вспыхнула на его ладони, после чего появился странный кусок дерева, который был около фута в длину. Поверхность куска дерева была испещрена ямами и неровностями, и он был обугленного черного цвета. Это, конечно, был не самый элегантный кусок дерева. Однако, увидев кусок дерева, на лице монарха расхождения душ сразу же появилось восторженное выражение. «Это дерево, питающее душу. Я не думал, что у тебя будет что-то подобное. Дерево, питающее душу, сможет не только предотвратить утечку нашей духовной силы, оно может медленно питать вашу душу. Я уверен, что это то, что будет полезно вам прямо сейчас, старший», уверенно сказал Ханли, держа кусок дерева в руке. Золотая фигура долго колебалась, прежде чем в конце концов покачать головой. «Этот лес действительно может отсрочить день моей смерти, но слишком большая часть моей души уже рассеялась. Даже с этим деревом, которое будет меня воспитывать, я смогу прожить самое большее еще несколько десятилетий, так что одного этого мне будет недостаточно, чтобы рассказать вам мантры для последних нескольких слоев великого искусства развития». Этот ответ явно удивил Ханли, и его брови слегка нахмурились в ответ. После короткой паузы он сказал: «В таком случае, что бы вы хотели в обмен на мантры? Я вижу, что вы все еще не полностью смирились со смертью. Если у вас есть какие-либо условия, не стесняйтесь выдвигать их, и если я смогу их выполнить, я определенно не откажу вам». Похоже, вы уже узнали секрет великих искусств развития и выяснили, что это может помочь вам преодолеть узкие места в культивировании. Хе-хе, в таком случае я бы не был полностью против того, чтобы даровать вам мантры. Однако мне нужно, чтобы ты очистил сокровище, питающее душу, с помощью этого куска дерева, питающего душу. И мне также нужно, чтобы ты сделал для меня две другие вещи, сказал монарх расхождения душ со слабой улыбкой. «Давай, старший», подсказал Ханли. «Похоже, что вы знаете обо мне довольно много. Я уверен, вы должны знать, что, помимо духовных секретных техник, я также очень искусен в искусстве кукловодства. На самом деле, в какой-то момент я настолько увлекся искусством кукловодства, что пренебрег своим воспитанием.
Иначе я бы так не закончил, медленно произнес монарх расхождения душ. Хань Ли действительно не понимал, к чему это приведет, но оставался терпеливым. Было ясно, что главное еще только предстоит. За эти годы, проведенные в этой пещере, у меня было огромное количество свободного времени, и я сделал немало прорывов в своих навыках кукольного мастерства. Кроме того, я объединил все эти прорывы, чтобы создать дизайн, конечно, марионетки, которая должна быть не менее мощной, чем зарождающийся культиватор души. К сожалению, я не смог усовершенствовать его из-за нехватки материалов, и это одна из немногих вещей, о которых я сожалею. Я хочу, чтобы вы собрали эти материалы и усовершенствовали мою марионетку, чтобы выполнить это мое желание и похоронить его, серьезно сказал монарх расхождения душ. Сердце Хань Ли слегка дрогнуло, когда он услышал это, но он сохранял спокойствие. Марионетка не менее могущественная, чем культиватор зарождающейся души. Материалы, необходимые для его доработки, должны стоить целое состояние. Действительно, так оно и есть. Но если тебе удастся усовершенствовать куклу, в конце концов она будет принадлежать тебе, так что ты все равно будешь тратить деньги на себя, хмыкнул в ответ монарх расхождения душ. После краткого взвешивания своих возможностей Цинь Е принял это условие. В таком случае я могу согласиться на это условие. Пожалуйста, изложите ваше другое условие, старший. Мое второе условие гораздо проще выполнить. Я, возможно, был заперт здесь в течение многих лет, но я знаю, что моя секта тысячи бамбуковых деревьев, скорее всего, сейчас является лишь тенью себя прежнего. Я даже не знаю, находится ли она все еще под контролем моих прошлых учеников. Я не могу передать им все свои методы и способности, но я не хочу, чтобы мое наследство заканчивалось здесь. Поэтому я хочу, чтобы вы нашли кого-то с исключительными способностями, чтобы я передал свои навыки культивирования и стал моим наследником, сказал монарх расхождения душ. Хань Ли был в восторге, услышав это. Ха-ха, это вообще не проблема, я приму оба ваших условия. В таком случае мы заключили сделку. После того, как ты очистишь сокровища, питающие душу, я передам тебе мантру для первого слоя, и после этого мы покинем это место вместе, сказал монарх расхождения душ. Хань Ли, естественно, не возражал против этого. Несколько дней спустя Хань Ли вышел из секретной комнаты и зашагал вдаль с желтой бамбуковой трубкой длиной около фута, которую нес на спине. Легкий ветерок пронесся мимо, неся с собой звуки едва слышного разговора. Хе-хе, никогда не думал, что снова увижу дневной свет. Я бы посоветовал тебе говорить потише, старший. Раньше это была запретная зона секты тысячи бамбуков, и это может означать неприятности, если твои потомки или младшие услышат тебя. С твоей базой культивирования эти маленькие негодяи не смогли бы ничего с тобой сделать. Кроме того, они мои. Звук разговора становился все более и более отдаленным, прежде чем, наконец, затихнуть вместе с ветром.